Привет, друзья! Вам крупно повезло, что вы сегодня зашли в эту задачу, в этот ролик. Вы познакомитесь с замечательным свойством, с замечательной задачей. Дан квадрат, в него вписан треугольник с углом 45 и 60 градусов, и требуется найти величину угла между диагональю, ну и вот левой стороной нашего треугольника. То есть требуется найти угол альфа. Ну что ж, я дам буквы, а вы можете попробовать решить эту задачу. Значит, А, Б, С, Д, традиционно МК и НП. Ну все, приступайте. А мы начинаем. Итак, я разобью эту задачу на несколько задач, очень простых, как бы, внешне задач, ну, которые позволят легко решить нашу задачу практически устно. Посмотрите. Ну, что первым шагом можно найти? Ну, вот этот уголок. Это ничего сильно не даст, он 75 градусов. Но самое главное в этом треугольнике, что э, КП и МН – это высоты этого треугольника. То есть КП и МН – это высоты. То есть основание высот, получается, лежат на диагонали. Я вот все это уберу, чтобы здесь не затемнять наш чертеж, тут знак градуса, и скажу, что мы сейчас докажем, что КП и МН – это высоты. Это высоты треугольника АМК. АМК. Посмотрите, как красиво это доказывается. Сразу я здесь покажу. Посмотрите, вот этот уголок сколько градусов? Ну, 45 градусов, верно? Это угол между диагональю и стороной. Тогда эти углы по 45 градусов А и Д опираются на отрезок ПК. Это признак того, что около четырехугольника АПКД можно описать окружность. Дальше просто угол D прямой, это угол АПК будет прямой ПК или КП, это высота треугольника. Вот посмотрите, я уже построил эту окружность, вам будет гораздо легче все воспринимать. Вот здесь наших две теоремки, которые мы и используем для решения нашей задачи. Посмотрите. Еще разок, вот этот уголок 45 градусов, 45, и известно, если у четырехугольника, в данном случае АПКД, угол между диагональю, ну вот АК, и стороной АП равен углу между другой диагональю ПД и противоположной стороной КД, то около этого четырехугольника можно описать окружность, то есть АПКД вписанный, АПКД вписан в окружность. Вписанный. Хорошо. А вписанный одно N или два N? Ан-ян. А? Этого я не знаю. Надо быстренько стирать. Напишу вписан. Все. Межпредметная связь пошла. Но угол D, вписанный в окружность, прямой. Это угол квадрата. Значит, противоположный угол P тоже прямой. Значит, угол АПК 90 градусов. АПК 90 градусов. Действительно, КП – это высота. Все. Ну, точно так доказывается, что МН – это тоже высота. Почему? Да, посмотрите, вот этот уголок будет тоже 45 градусов. И тогда углы B и А по 45 градусов опираются на отрезок МН. И тогда около четырехугольника АПМН уже можно описать окружность. И угол Б прямой, значит угол АНМ тоже прямой. Все, МН высота, то есть КП и МН высоты. Итак, теоремка 1 доказана. И все, и теперь теоремка 2. Ну, многие продвинутые зрители знают, что если в треугольнике провести две высоты и отрезок, соединяющий основание высот, будет отсекать треугольник, подобный данному. Такое известнейшее свойство, оно есть даже в школьных учебниках. Ну, по крайней мере, в моем оно точно есть. Посмотрите, у нас прямоугольные треугольники А1С и Б1С подобны между собой. Вот у них общий угол С. Тогда отношение катета А1С, обозначу его А маленькое со значком 1, гипотенузе вот этой
будет равно отношению вот этого катета B1, ну, к своей гипотенузе вот этой, B. Так? Так. То есть получается А1 относится к А, как Б1 относится к Б. Но тогда для большого треугольника и отсеченного отрезком, соединяющим основание высот, следует, что эти треугольники подобны по пропорциональности двух сторон углу между ними. То есть по признаку подобия треугольников. Значит, треугольник АСБ будет подобен треугольнику А1СБ1. Причем посмотрите, как интересно получается. Вот этот уголок меньшего из подобных треугольников будет равен вот этому углу. Лежат против соответствующих сторон, либо сходственных. А вот этот угол будет равен вот этому углу. Ну все, переходя теперь к нашей задаче, мы скажем, что нами только что доказано, что треугольник АПН подобен треугольнику АКМ. Давайте дам тут две буквы и запишу это крупным и жирным шрифтом. Треугольник АМК, это из теорем 1 и теорем 2 следует подобен треугольнику АНП. АНП. Ну и где эти углы, которые соответствующие? Вот, которые мы ищем, а он равен углу, которому мы нашли. 75 градусов, видели? Все, наши искомые 75 градусов, и задачка решена. Ну, закрашу еще, конечно, синий, это будет 60, и это 60, чтобы все было очень красиво. Таким образом, угол АПН будет равен углу АКМ, АКМ, а это же как раз наш угол альфа, и он равен 75 градусов, ответ 75. Ответ альфа равно 75 градусов. Ну, как вам задачка? То есть сразу мы доказали, что МН и КП – это высоты, а отрезок ПН отсекает от треугольника АМК треугольник, подобный данному. Ну, а данный определен углами 45 и 60. То есть все три угла можно найти, значит, и можно найти наш угол. Теперь домашнее задание. В качестве домашнего задания я вам предложу следующее. Пусть площадь вот этого треугольника АПН, АПН равна единице, и требуется найти площадь четырехугольника ПМКН, СПМКН. Я верю в вас, вы справитесь. И скажу скромно, где вы еще на каком канале найдете столько классической, красивой геометрии? Мы на YouTube-канале закрыли всю повышенную геометрию и, вообще говоря, практически всю олимпиадную, по крайней мере, для начинающих олимпиадников. Поэтому, если вы не подписаны, лучше, конечно, подписаться на канал, этим вы поддержите, да, и поможете себе, чтобы не пропустить какой-либо красивый ролик. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.